Всем привет! Продолжаем Секиро проходить. Остался последний босс. Я его немного попробовал на предыдущем стриме. Я бы не сказал, что прям очень хорошо получается. Босс считается самым сложным от From Software. Поехали тренировать дальше этого урода. Может быть, когда-нибудь и получится его пройти. Будем надеяться, что сегодня. Поехали. Я тут перед стримом пару забегов сделал, что-то как-то вообще ничего не получается. Ай, беда разрушения. Вот как он попадает? Ладно, закрепляем. Закрепляем первую фазу. Всего 4. Ай, в сторону надо было валить. Ну ладно. Хоть так. Но вот тут он сам себя добил. Ладно. Уже минус 3 фляжки. Первые две фазы это чистый прессинг нужно делать. И тогда они закроются. Он я сейчас почти добил. Но он тут же себе концентрацию все восстановил. И возможно может меня запросто убить. Тут надо было Микири, естественно. Эх. Мне повезло просто от этого удара уйти. Микири надо было. А я прыгать начал. Видел же удар, какой он делает. Ну, босс справедливый, он не такой хаотичный, хотя бы как демон ненависти. Злой, правда. Бьет сильно. Сейчас, секунду. Ладно. Маленькие технические заминки. Бывает. А первые две фазы не будут идеально получаться. На третью даже можно не рассчитывать. Ай, достал все равно. Ладно, по-другому давай. Странно, но я забил его как-то. Почему с дедом Микири не выходит?
А в принципе-то и с этим генетира-то не всегда получается. Эх, полечиться бы. Что-то суечусь вокруг него. А мне тут вовсю Микири прописывает. Эй, мужик, я даже встать не смог. Это как-то вот вторая фаза, чуть-чуть, вот он прям на грани держится, и все, и дальше не получается его бить. Интересно, мы сегодня посмотрим вообще четвертую фазу. Можем и не посмотреть. Тут как пойдет. Почему не получилось, Микири? Ну, я нажимал. Его очень легко, кстати, поймать вот на том ударе, когда он пытается прыгнуть и стрельнуть в тебя луком. Ты его хорошо перебиваешь. Дед вообще просто лютый. Так, давай лечиться в сторону. Блин, он возле камня, мне это не нравится. Блин, это Микири был. Ну, наконец. Не, давай полечим. А он наказал, кстати, за лечение. Я не знаю, тут либо полечиться, либо стамину ему дальше колотить. В принципе, одно и то же. Да, он добивает. Умирать мы на нем будем очень много и очень долго. Очень много атак, я его не парирую. По инструментам, кстати, вот я посмотрел, что зонтик помогает. И вот это вот. Зонтик там на третьей фазе. Но надо туда еще дойти вообще. Когда он начинает там саблей своей махать, непарируемые атаки эти. Эх, чуть-чуть мне стаминки не хватило. Подпрыгивать надо было. Ладно. Чуть-чуть получше. Но все равно не идеально. Так, давай полечимся. Мне нужно больше смотреть эту фазу.
Почему Микири опять не сработало? Это тяжелый удар. Все плохо. Выносит он меня просто как ребенка. Потому что я какие-то атаки заряжаю. Нет, подожди. Надо это убрать. Она, если пригодится, то только на 3-й фазе, и то до нее еще дойти надо. Эх, резанул меня, да, чуть-чуть? Конченком клинка своего. Эх. Налетел на 2 атаки таких тупых просто. Но у меня пляжек мало, так что не особо мне светит. Давай проверим, что там у нас. Это было и Тимонзи. Давай-ка полечимся. Я не совсем начинаю бить ему вовремя вот этим ударом. Красным, который. Ну так, чуть-чуть подвынес его на этой фазе. Там очень спорный момент. Что мне соблазняло, надо убрать. Да, моя проблема, я слишком далеко ему за спину заскакиваю. Еле вытянул эту комбу. Блин, чувак, дай попить. Понятно. Не хочет. Это был граб. Я уже не прыгнул-то еще раз. Раз уж начал неправильно блокировать эту атаку, мог бы прыгнуть еще. Да.
Вот я что-то не понял, он делает свою атаку или нет? Ну давай, чувак. Когда стамина-то закончится? Он сам себя практически добил. Так, ну давай поставим это дело. Подожди. Подожди. Вот так вот. Вот для чего зонт нужен. Он тут же мне прописал, как следует прописал. Я не успел. Подожди, дай попить. Это он тут в разнос пошел чуть-чуть. Да ладно. Еще одна фаза. Не получается. Электричество это отбить дурацкое. И он меня добил. А какой был потенциал? Если бы я дважды отбил сейчас электричество. Все бы получилось, наверное, круто. Но, увы, когда получится в следующий раз, неизвестно. Будем ждать. Дай подпрыгивать. Да быстрее. Если бы у меня каждый раз получалось бы микири делать.
Все было бы куда проще. Эх, не дотягивает. Точно, это же не блокируемое. Ну, как бы блокируемое, но от нее лучше убегать. Плохо. Эй, где таргет? Ну все, Микили не вышла несколько раз. Считай, он тебя убил. Плохой забег. О, я по-моему, лежал, да, потому что... Ну, я не знаю, Микири вообще через раз получается. Классик. Колебаться, значит, проиграть. Пошел ты. Почему не сделал Микири? Почему ты бежишь к нему, блядь? Делает рывок, а не Микири. Почему я когда на вот этого на тренировочном мужике у меня получалось делать Микири вообще безошибочно, но на всех других не получается. Так-то. Он прыгает к нему и все, он не делает Микири. Давай, там у тебя уже концентрации-то не осталось. Сжег. Поздно реагирую. Вот чё Микири сейчас не сделал? Он делает рывок вперед. И все. Никакого Микири.
Будем на деде. У деда, значит, тренировать Микири. Что делать? А, точно. Иероглифа не было, значит будет эта атака. Да вставай ты, ну. А и бегать надо. Не, плохой будет забег, очевидно. Куча проваленных атак, вот типа Микири. Так Микири тут основное. Других они не используют почти все. А как он из-под моста прям достал? Ну да. И все равно лечиться нечем. Он когда выдергивал, сейчас меня задел, кстати. Это надо как-то учитывать, что ли. Хоть эмблемы не так интенсивно расходуются. Потому что особо некуда. Прыгать надо было. Я заметил, что когда он бежит в правую сторону, он будет делать удар по дуге внизу. Прыгал тут на нем. Не вовремя. А, он в допе ульту эту копил. Точно, точно. Смотрю, что-то не это. Ничего не делает. А меч прячет. Пропустил. Хороший удар пропустил. Повезло чисто походу. Так, давай, бежим. Бежим в сторону, давай полечимся.
А, это по дуге было. Понял. Нет, не даст он мне попить. Так, мужик, давай попьем. И раз-два тебе. Просто пробил. Сколько там у него? 8 ударов, по-моему, идет. Неудивительно, что тут тупо стамины не хватит. Ух, ну тут было странно вообще. Я даже что-то не сразу сообразил, что он делает. Пока встал там, ну, естественно, получил по щам просто. В принципе, на удар Шигири, вот этот красный меч, можно даже не отвлекаться особо. И можно лупить. Чуть-чуть быстрее будет фаза сноситься. Да, в правую сторону. Он бежит, короче, чтобы сделать круговую атаку. Чё ты на него летишь? Где Микири? Утырок. Так, это граб был. А к тому же... Бля. Надо попить. Ну давай, Микири-то сделаем. Я, значит, очки опыта тратил на этой Микири. А он не делает этого. Двойной Итимонзи. Где-то ж сам потерялся. Ух. Щит спас. Пляжек мало. Шансов нет. Просто валим. Две фляжки. Какой смысл? Ощущение, что он иногда бьет не с пистолета, а с дробовика. Попьем. Не успел. Я не вижу его.
Надо же. Микили сработал. Даже лечиться не вижу смысла. Я должен был попробовать. О. Ой, ну куда ж ты? Я в пропасть улетел. Ну ладно, я там все равно, в принципе, особо-то был не жилец. У меня один удар и все. А он держался молодцом вообще. Прям уверенно так давал по роже. У него еще там с 4-й фазы очень много оставалось жизни и стамины, так что шансов не было. Ну как бы были, но фигня это все. Этого товарища более четко надо проходить. Ясно. Умираем. Не прокатит. Но щит, кстати, выручает. А ты к нему опять бежишь. Он сделал все, что знал. Ладно, давай хоть вторую фазу посмотрим. Не будем сдаваться. Но забег уже сразу не очень. Тут скорее он сам себя убил, по-моему. Давай доставай мотыгу свою. Придурочно. Две одинаковых атаки подряд. Дед дуреет, конечно, местами. Но я увидел хотя бы окошко. Иногда получается в него сунуть удар после его
Пушка с копьем вперед. Тут такое. Ну, сегодня хотя бы четвертая фаза виднеется на горизонте где-то. Вчера даже ее не видно было. Так, глядишь, пару дней. Может, и Микири получится делать. Мужик, да отвали ты. Во, пристал, а. Он прям если задумал один удар, он походу пока его не сделать, не успокоится. Что-то как-то он вообще мне тяжело дается. Ощущение, то что сегодня вторая фаза из 4. Самая сложная, самая легкая. Хотя по идее он должен быть самый легкий. Хотя он прыгает к нему и все. Он все жизни у меня забрал. Половину фляг. Что он творит? Я вообще не понимаю, что-то. Что так сложно? Давай быстрее. Неужели? Сегодня это первый Микири, который я парировал его. Ну, зато он мне налупил как следует. Девчонок чуть-чуть да резанет, а? Смотри какой. В прыжке бы ему голову отсечь, было бы замечательно. Эмблему зря потратил и по щам получил. Не. Ни одной атаку я его не отбил, так что... Это самый легкий, который с прыжка убивается. Микири надо безошибочно парировать. Тогда будет разговор. Сюда иди.
Не дотянулся. Чудом как-то парировал. Не, мужик, я попью. Хорошо, конечно, это все, но надо пить. Вообще не удивлен, что его называют самым сложным боссом из серии игр всех. То, что от Хидетаки выходили. Вообще не удивлен. Ай. Он прыгает и все в него. Ни микири, ни хера. Вот этот рывок он делает. Тут тайминг. Ошибка может быть только в тайминге. Я вот не понимаю, слишком рано я его делаю. Или слишком поздно. Да, мужик, дай ты попить, а. Бля, одно за одной атаки просто херачит и все. Левую сторону, когда поворачивает, на комбу закручивается. Правую сторону, круговая атака. Ты как-то деду налупил внезапно. За 2 удара просто все здоровье снес. Давай попробуем поставить эту штучку. Да бля. Дал бы хоть отойти, что ли.
Не дотянулся. Чё я полез это делать? Ну как понять, сетки максимум на победу пройдут? Типа у него окошки большие. Пока его атаки не изучил, для меня он сложен. А, сутки максимум. Сутки-то еще по-божески. Я в третьем Dark Souls с одним боссом 2 недели сидел. И то случайно заковырял. Все гайды, блядь, пересмотрел. И раз-два. Думаю, секира дело такое. Бля, награб, а нет. Она кому-то проще дается, кому-то сложнее. Вот не идет он Микири никак. Что за хрень? Он летит на него и все. Бля, валить надо. Это говно надо выключить. Сильно отвлекает. Тихо, граб. Блять, все равно догнал. Уёбок. На геймпаде. Да ну, я на клаве бы, если бы себе сломал. Блять, это граб был. А я на Микири прожимал. Хер знает. Что-то сегодня, короче, этот генетира как-то сложнее дается реально, чем первая фаза деда. Он какой-то сегодня двинутый, чересчур. Вчера его просто спамил как сумасшедший. Ну вот первые 2 фазы, их спамить надо. Во второй надо чуть-чуть поменьше умерить пыл, так сказать. Вот чуть-чуть сносить 3-ю фазу. А на 4-й он себя сам молниями, по идее, убивает. Вот и все. Юзаешь щит, если что, да и все. То он понятен. Надо все это в башке на механику сложить. Прыгать надо. Опять прыгать надо было. Не, я... То... Опять, я сам выпилился. Не, я на клаве все дарки прошел. Кроме второго. А где он? Бля, я слышу шаги. Уёбок. Подкрался, сучонок, в крысу ёбнул меня чисто в спину. О, наконец-то, Микири. Вашу мать. Как там я ролик-то видал? Кто-то Dark Souls, знаете, как его? Не на бананах, а на коврике для танцевального проходит. Это вообще, конечно, умора просто. И ты так и старался. Геймплей делал. А они издеваются с ковриками, проходят игры. Ну видишь, опять же, кому как. Кто-то даже вообще не берется их проходить, потому что, ну, как бы вообще очень тяжело и, ну, нахер, короче. А я вот что-то решил. Ну, не Микири, но хотя бы хоть как-то парировал. Ой, блядь, он ульту в жопе кипил, точно. Далеко прыгал. Ошибки, кстати, видны свои. Вот это вот, кстати, плюс большой в Секиро, то что ты видишь, как ты косячишь. Ну, дотянись ты до него. Ну вот.
Микири опять не получилось. Она как-то выходит через раз. Вот, теперь получилось. Как это работает, хуй его знает. Ну, не может же она с какой-то процентной вероятностью парироваться. Как-то более все точно должно быть. Давай хоть вторую фазу посмотрим. 4 фляжки. Особо не наглядишься, конечно, этой фазы. Ну ладно. Мне полезно. Иди сюда. Вот он делает рывок, а не Микири. Вот в этом проблема большая. Тихо, щит. Оп. Да, у меня на комбу поймал. А я начал с первого Dark Souls, а потом третий Dark Souls, потом Elden Ring, потом Bloodborne, и потом вот сейчас уже Sekiro. Но после Бладика большой перерыв был, я специально думал, типа, то, что мозг забудет, там, вот эти вот механики Dark Souls и так далее, то, что удар, перекат, вот подобную херню. Нет, не забыл, блять. Я даже карты некоторые Dark Souls'овские помню. Потому что там, блядь, не то чтобы прям наизусть, они просто хорошо как-то в памяти отложились. Так-то я от промов по одному разу эти все игры проходил. Ни одного раза достаточно. Это же подерки. Кстати, вот этот удар тоже на Микири можно поймать. Я даже не заметил, с какой стороны он на меня заходит. Бля, че он такой лютый, а? Пиздюк, я его не вижу. Но он на траве летит на меня с грабом. Утырок. И вот так, бля. Да. Это какой-то пиздос. Я вчера, получается, потратил где-то деда часок. И сегодня вот уже час. Того в общей сложности 2. Местами 4-я фаза мелькает. Хер его знает, короче. Я думаю, часов 15 на него уйдет стопудово. Пока идеально вот это вот все не получится парировать. Хер там, не финал. Вот он опять прыгает на него. Не пойму, то ли рано, то ли поздно делаю. Хотя в обучении все идеально получалось парировать это Микири. И боссы вроде получались, но не всегда, конечно. Микири было такое, с переменным успехом. Вот, блять, опять он на него прыгает. Сука, хоть на этом уроде Микири тренируй. Концентрацию у меня высосал сучонок. Ну, тут у него вот эта вот дебильная хрень, короче, понеслась, то что он пока свой удар не сделает, он не успокаивается. Поэтому, когда он в прыжке собирается в тебя стрельнуть с лука, его можно на несколько ударов поймать. Ну, вообще на раз-два. Ай, бля, дед. Так, что там у него? А, он ульту копит, точняк. Я полежать хотел. Я прочитаю твое сообщение. Сейчас меня дед тут забьет, как обычно. Тут в сторону надо было уходить.
Я что-то уже по инерции спрятался под зонт. Кстати, если эту атаку вообще идеально парировать, которая с прыжком идет, можно ему даже в окно типа 4 удара напихать. Причем некоторые атаки его можно и перебить неблокируемые. Не Микири, конечно, но парировал чуть-чуть. Давай, третья фаза. Все, помню, как в 12 случайно по приколу скачал Bloodborne, когда запустил, боялся выходить из сна охотника, не мог старого охотника убить, и когда убил первого босса, я так ликовал. Я помню на раздаче PlayStation Store по подписке давали Bloodborne как-то. Вот, я вообще тогда в Souls-like не играл. Я его установил, что-то побегал в самом начале, ничего не получалось. Нафармил себе денег на костюм, треугольник, ну, треуголка такой вот. Купил этот костюм, еще чуть-чуть побегал и забросил. Думаю, не получается, и хер бы с ним. Вот. А потом что-то вот спустя сколько лет? Лет 5, наверное. Может быть больше. Да, побольше, чем лет 5. Я что-то думаю, блин. Так попробуем первую часть Dark Souls установить. Чего бы нет. Попробовал. Мне понравился дизайн локаций и так далее. Более-менее разобрался в игре. Узнал, что качать, для чего там, какое оружие. Вот, и мне первая часть зашла. Потом дай-ка, думаю, третью пройду. Ну и потом понеслось все. Elden Ring и так далее. По идее, на данный момент, если получится Sekiro пройти, из всех останется только Demon's Souls и вторая часть Dark Souls. Не знаю, буду я вообще их проходить или нет. Блин, вот тут вообще, конечно, в идеале Микири ему делать. Поэтому держаться надо близко к нему. Просто заколотил меня. Когда ты близко к нему, ты успеваешь ему удар один запихнуть после его подачи. Монзи, а чё не два? Когда-то один делает, когда-то два. С дробовика шмальнул. Но у меня фляжек нету. Шансов немного. Точнее, их просто нет. Я так побаловаться, посмотреть побольше фазу. Колебаться значит проиграть. Давай, наверное, перекус сделаем. Жарко, блин. Сейчас я подойду через 3 минуты. Ай, блин.
Ехали дальше где-то тренировать. Он же Микири всегда делает после этого. Блин, тут попить надо. Так, мужик, дай отдохну. Он на правую закручивает, значит круговая атака пойдет. Если вообще хер знает, куда он закрутил, то в одну сторону, то в другую. Удивительный молодой человек. Это был Микири. Как бы это Микири сраное точить до идеала. Стамины не хватило. Вот не прыгай ты, блядь, к нему, ну почему? Почему Микири не выходит? Он делает рывок, а не Микири. Неужели? Ну сейчас я его тупо забью, потому что он решил именно выстрел сделать. Круговая атака была. Почему не отбил? Что такое-то? Первая фаза вроде нормально получилась, вторая вообще никак. Сука, еще 4. Ну, в смысле, еще 2. Всего 4.
Я думаю, что я сильно захожу ему за спину. Прям вот чересчур. Микири сработал. Удивительно прям. Хорош махать, я уже мертвый. Ну давай, бля. Что за жопа с этим Микири? Несколько раз сдохнуть, и один кружок заполнится по восстановлению. Так, круговая была. Я что думал, может посидеть на первой фазе прям? Или это, наверное, не очень? Круговая. По сути, они же меня ловят только на этих атаках. У него потому что не этот, у него неблокируемые атаки идут через раз. Отсюда куча косяков. Основная проблема это Микири. Пока его не научится, не получится идеально парировать. Ни хрена не выйдет. Давай, я жду от тебя Микири. Еще.
Поздно. Опять к нему побежал. Ладно, дальше. Здесь удобнее с ним драться. Не дотянулся. По-моему, нет, я умирал уже. Еще давай, Микири. Если бы у Микири получилось, я бы хотя бы полечился. Ну, сейчас мне больше вот такое интересует, чтобы Микири идеально парировать. В этом плане прям большая брешь. Концентрации, да, не хватит? Концентрации хватило. Он решил такой удар сделать. Ладно. Давай, дед. Что делать будешь? Я поторопился. Я думал, он другую, кстати, атаку будет делать. Пробила. Ага, гаденыш. У нас осталось по чуть-чуть. Давай уже, сдавайся. И так здоровья нет. Давай, пошли сюда драться. Не сюда.
Что Микири не сделал? Ну, просто не получилось. Он сам себя убил. А? Давай, дед. Ближе, ближе. Успею? Да, успел попить. Блин, такое окошко классное пропустил. Ну давай ты, Микири, делай. Блин, я не успел. Вот тут я попью, пожалуй. Когда он там размахался, ну, комба пошла. А его прям жутко злит, когда я пить начинаю. Это байтит его на атаку. Эх, сейчас бы Микири ему в пору пришелся бы. И пинка ему, чтобы он слетел. Самое то было бы. А, кто по щам получил? Я так и... Ну, я, естественно. Кто же еще-то? Убил. Я совсем забыл про этот удар. Мне кажется, или третья фаза чуть получше закрывается. Как-то поуверенней, что ли.
Упс. Блять, прыжок нужен был. А чё Микири? Чё не прыгал? Блин, столько косяков опять. Ну все, он пошел в разнос, короче, он стрелять сейчас будет. А нет. Думал, я его добью, но, увы. Карта легла не так. Я бы и без смерти мог бы его додавить по-любому. Если бы не косячил. Ладно, тренируем другие фазы. Вот меня что больше интересует. Это и так можно было отбить? Сомневаюсь. Эх, сейчас бы он запросто меня мог бы убить просто. Гаденыш ульту копил в жопе. Теперь опять копит. Эх, достал. Круговая атака была. Блять, все равно. Так, дед. Эх, шашки наголо. Шли сюда драться. 5 фляжек. Не вариант. Надо, чтобы 8 было как минимум. А лучше все 10. Не дотянулся. И раз-два. Это по кругу было. Не всегда, кстати, понятно, по кругу он будет бить или Микири делает. Ну, то есть выпад. Я ж чуть не начал скакать тут. Вот типичные Микири. И получилось, кстати. Он какую-то другую атаку замышлял, я его перебил, кстати. Так, давай попьем. Концентрации нет, от слова совсем. Давай быстрее. Подожди. Хорошая окошко. Комба. И в конце Микири этой комбы. Дед, ну куда ты? Блять. Я попить не успел. Ну-ка, вот так. Ай. Давай, что ли, последнюю фляжку. Ну, вот так вот. Чуть-чуть пожить охота. Четвертую фазу. Чуть посмотреть. Как тебе поражение электрическим током?
Эх, пропустил. Не получится его сделать. Мне лечиться тупо нечем. А шансы 1 на миллион просто. Ну да. Вот если бы еще одна у меня смерть была в запасе, я бы, может быть, сожрал там комочек риса или травы какой. Ему чуть-чуть, потому что оставалось. Был шанс. Все равно так до конца я не понял, как точнее делать эту молнию. Она просто получилась дважды. Ай, Микири был. Что ж такое-то? Ну неужели? Комба. А нет. Да, комба. Все верно. Тут он сам себя добил. Обожаю, когда они так делают. Леса какие-то. Так, все, побежали. Сюда, вот так. Дед, я тебя жду. Подходи по одному. Эх, Микири. Микири пропускаем. Выдергивать начал и добил. Отстой. Что такое? Надо бы полечиться. О, пока он тут забеги делает. Блядь, пропустил. Тут, наверное, по стамине скорее он меня просто выдолбил. На лечение не было времени, а стамина все уходила и уходила потихоньку, незаметно особо для меня. Хотя я должен это вообще очень пристально контролировать. Ну давай, Микири, блин. Если бы она получилась, он бы уже мертв. Но, увы. Что делаю? Зачем прыгал несколько раз? Потому что я решил то, что он будет все-таки делать этот удар.
Он же его отменяет периодически. За забор поставили тут, что ли? Я не знаю, где дед. Вот он. Он с комбы на ульту, да, перешел. Не дотянулся прям. Иди сюда. Что-то он прыгучий сегодня. Ну, в этот забег. Тороплюсь я ему напихивать. Поаккуратнее с ним надо чуть-чуть. Удачно сделанные Тимонзи. Так, я вот для обрыва, мне вот это больше всего не нравится. Есть. Ух, пройдено. В общей сложности я сидел с дедом 3 часа. Добиваем этого урода. Давай. Хрясь. Молодец, Секиро. Да, я молодец. В общем, 3 часа в общей сложности 3 часа он у меня занял. Воспоминания мастера Исин. Память о битве с редким противником, оставшаяся в сердце волка. Медитируя у идола резчика и пережив битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки. На пике своей славы Исин Асина оттачивал мастерство каждый день, ища новые смертельные битвы. Он был настоящей машиной убийства. Вот это согласен. Дыхание дракона открылось. Удар. Боевое искусство в виде удара одновременно с извлечением меча из ножен. Накопив силу, при ударе можно выпустить поражающую волну. Расходует эмблемы духа. Ну вот как он у меня стрелял вот этой штукой, так и это.
Молодой Исин не знал себе равных во владении мечом. День за днем он искал новых смертельных поединков, и клинок всегда опережал его мысль. Хорошо. Турнир силы. Вы победили многих редких противников, и теперь в своих воспоминаниях можете сразиться с ним один за другим. Пункт «Турнир силы» доступен в меню идола резчика. Битвы с воспоминаниями о врагах могут открыть вам новые возможности. Победа над противником сама по себе может вести к просветлению. Но это о том, то, что ты можешь просто взять и проходить этих боссов еще. Разрыв уз бессмертия. Ну ладно. Все. Смотрим, на какую концовку получилось игру пройти. Преклониться. Вот молодой Кура валяется. Волк, где же ты? Отдать слезы божественного дракона, отдать слезы дракона и вечный цвет, отдать слезы дракона и ледяные слезы. Давай так, ледяные слезы отдадим. Я здесь. А что, нельзя было сразу все отдать? Вот, слезы дракона. По идее, это самая должна положительная концовка получиться. Вечный свет, по-моему, это средняя концовка. Как, полуположительная, что ли? Вот. Мы должны уйти, господин. Но оба живы. Или нет? Господин Кура, да обретете вы покой. Позвольте мне сохранить вас в своем сердце. Исчез. Я не знаю, что-то сомневаюсь, насколько это положительная концовка. Сайонара. Прощайте, говорит. Я должна уйти. Путь освобождения от нашего рока. Путь освобождения будет очень долгим. Но вы все равно хотите пойти с нами? Хоть кто-то живой. Благодарю вас, Синоби дракона. Знаете, что Кура разделяет мою радость. Он теперь в ней живет. Они как матрешки, одни в другом сидят. Отправимся же на запад. Туда, где родился божественный дракон. Зачем? Кстати, если волк переспится вот с этой дамочкой, не знаю, будет сколько ей лет, но она, по-моему, не очень большая, то, по идее, должен родиться Кура, вот этот божественный дракон. Короче, одна из концовок получена. Я не знаю, насколько она положительная. Тут надо смотреть конкретно на ютубе, какие концовки есть еще. Насколько они положительные вообще. Ну, я думаю, одна из хороших. Потому что самая отрицательная концовка, по-моему, ты сидишь вместо резчика и делаешь протезы. Вот это вот самая отрицательная, по-моему, концовка. Вот. Ну все, в принципе, что, игра пройдена. Это было сложно, но в принципе проходимо. Больше всего я, получается, сидел, одинаково по времени я сидел на демоне ненависти и на последнем, на финальном боссе. Вот.
Не буду я дважды проходить эту игру. Вот, в принципе, остальных, ну, с остальными боссами попарился чуть меньше. Вот. Все воспоминания, оставленные другим человеком, помедитируй над этими сокровенными мыслями у идола резчика, чтобы им изменить облик волка. Это не повлияет на его способности. Воспоминания бывшего синоби клана Асина. Оно воспроизводится долгом благодарности тому, кто забрал его руку и дал ему новое имя. Давай посмотрим, какой-то костюм дали. Меню смены облика позволяет вам менять свой облик в зависимости от имеющихся у вас чужих воспоминаний. Хорошо. Турнир силы, ну это ладно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. А где? Атака, скверно. Смена облика, вот. И у меня теперь такой костюм ниндзя будет, да? Ну, такое себе. У него нос длинный. Орехи колоть. Грецкий. Ну, не знаю. Может, кому-то и нравится такой костюм. Если начать игру заново, ну, то есть НГ+, или новая игра 2, то все боссы становятся сложнее, толще и так далее. И игра вот с каждым таким прохождением наращивает и наращивает просто жиру боссов и силу их удара. Вот, по идее, и все. Вот, ну, игра мне понравилась, как бы одна из лучших, я считаю, игр от промов, потому что очень хорошо все отточено, прям баланс, прям все как нужно. Ну, правда, вот арена финального босса такая же, как в Bloodborne, среди цветов, чтобы половина ударов босса финального не было видно, это очень мешает. А так он интересный босс. Главное его выучить, атаки, и все получится. Вот. Я вообще не рассчитывал то, что я вообще хоть как-то эту игру даже наполовину пройду. Но получилось даже до конца. Это здорово, я прям рад. Вот. Так что, так, ладно, будем на этом закругляться. Вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.